2, 1. Наш мир полон чудес. И мы приготовили для вас еще одно чудо. Продолжение сезона «Орел и решка. Чудеса света». В новом сезоне мы объедем все континенты, чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни и необитаемые острова. Самые веселые праздники и самые страшные обычаи народов мира. Не надо, у него кровь! Таких чудес света вы еще не видели. Ой. Ну я же говорил, будет круто. Наслаждайтесь. Хочу все. Смотри, у тебя тоже кабриолет. Видел? Как тут круто. С премиальной картой MasterCard могу позволить себе все, что угодно. Всем привет, это Орел и решка. Чудеса света. И мы прилетели в Африку. Это уже начал действовать ритуал. Действительно. Ведь мы в Африке, в стране, о которой вы даже не слышали. В Африке, в стране, которую вы даже не слышали. Знаменитая страна Африка. Да. Как вы уже поняли, это необычный выпуск «Орла и решки». Это уже не гражданка, сынки. Это спецпроект «Орел и решка неизданная». Что ты смотришь? Антон! У меня инстинкт самосохранения. Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Все, что осталось за кадром. Поломался оператор. Все, что было вырезано цензурой. Вкусно будешь по... Это же для зрителей важно. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Этюд рождения ведущего. Еще больше историй. Я богат! Еще больше «Орла и решки». Это будет не чудо света, это будет полный... Самое классное, что вот туда можно подняться. Уже нельзя. После выхода в эфир 20-го выпуска сезона «Чудеса света» вы написали нам море комментариев с просьбой не останавливаться и продолжить наше чудесное путешествие. Поэтому мы отправились на поиски новых, еще неизведанных чудес. Мы покорили Килиманджаро. Мы взяли Маслан, ребята! Летишь над мертвым морем. Праздник в поле! Это северное сияние, ребят. Здравствуй, Тадж-Махал! Здравствуй, чудо цвета! Наши чудеса были райски красивыми Вот это острова райского блаженства. и адски жестокими. Ай-яй-яй, не надо, у него кровь! От них нас бросало в жар Самое жаркое место в мире. и пробирало до дрожи. Ой, господи, достаньте меня! Чудеса разукрасили нашу жизнь яркими красками Впечатление на всю жизнь. и наградили синяками и ссадинами. У меня просто вскрылась вена или что-то такое. Последним чудом, которое мы успели снять до карантина, стал индийский мавзолей Тадж-Махал.
В марте во время наших съемок мир начала захлестывать эпидемия коронавируса. И группе «Орла и решки» пришлось вернуться домой. Ну что тебе? Дома. Долетели. Пока границы закрыты, путешествовать нельзя. Но не беда. Мы спешим поделиться с вами множеством крутых моментов, которые не вошли в эфир. Все самое интересное мы собрали в нашем чудесном неизданном. Ау, да, ну откуда ты все время появляешься? Это руны! Они возвращаются. Алина Островская. Антон Зайцев. И... Почему мы все время запариваемся над спецэффектами? Почему не на монтаже? Самое веселое в наших съемках – это встречи ведущих в аэропорту. Когда у тебя малярия, примерно так это проявляется. Столько всего остается за кадром, что хватит на целый выпуск неизданного. Всем привет, это «Орел и решка. Чудеса света». Извини, мне не хватило воздуха. Ну а кто будет закидан? Давай, кто будет закидан. Ну а кто будет закидан не только красками, но и деньгами? Нет, кто будет... Ну а кого закидают не только красками, засыпан? Это время, когда все приключения у ведущих еще впереди, они свеженькие и хотят вдоволь побаловаться и насмеяться. У тебя была фамилия Вирус, ты бы называла ребенка Эбола. О, Господи. Антон, как всегда, виртуозно подбрасывает монетку, Орел. Решка. а Алина восхищается его умениями. Потерял монетку. Отлично. Еще раз. Я не могу, когда он так делает, я просто я начинаю ржать. Вы Потому видели, что как он тут-то не видно, тут не видно. Как это не видно? Просто оно вот так летит. Просто ты делаешь движение кистью, а не пальцем. Ой. Но у него монетка залезла в свитер. Алина, просто насмешись. И, как обычно, больше всех от этого баловства страдают наши операторы. Мальчишки, вы греетесь, да? Саша холодный, я его потрогала. Саша холодный. Он холодный уже. Ну потом его унесут. Пацаны с киркой. Давайте, пока не остыл, снимем. Давайте. Вы нам в 1000-й раз пишете, что подброс монетки – это чистой воды постановка, и кто будет богатым, известно заранее. А мы вам в 1001 раз доказываем, что все по-настоящему. Даже после 500 отснятых выпусков нам самим всегда интересно, кому достанется рюкзак, а кому безлимитная карта. Поэтому перед каждым подбросом монетки группа делает ставки на ведущих. Делайте ваши ставки. Давайте по 5 евро поставим. Давайте. По 5 евро. Хорошо. Я ставлю, что Алина будет богата. И я. Ты на кого ставишь? На тебя, ты богата. У тебя моя петля. Блин, нам надо сейчас уже подкинуть, чтобы бабки срубить. Дальше ведущие начинают подливать масло в огонь. Подожди. Ты вот просто ее подбросил, как блин сейчас. Она даже не прокрутилась. Орел. Решка. Да, Это что? Это что? Я не знаю. Это решка. Это решка, я богачка. Ой, ну все, это просто какая-то фантастика. Какой-то зеленый прям коридор у меня. Почему ты так заговорила? Я не знаю, Почему? от радости. Деньги есть, бабки пришли, теперь вот так разговариваешь. Давай, все, забирал, все. Ребят, вы что-то курили утром или что? Что происходит? Это просто... Что происходит? Я не знаю, почему не появился акция. Это какая-то фантастика. Мать, я богатый. Вот это я понимаю начало сезона. По-богатому и с премиальной картой MasterCard. Носить с собой толстый бумажник не нужно. Стоять в очереди в обменник тоже. Удобно, компактно, безопасно. Класс!
Ну тут у меня 3 слоя куртки, может быть, он не пропустит мне кость. Чуть-чуть поживет. Олегу главное, чтобы был звук. Мне главное, чтобы мы это все сняли. А тебе главное выжить. Некоторые называют «Орел и решку» программой для диванных путешественников. Но уж точно этого нельзя сказать о сезоне «Чудеса света». Мы все больше убеждаемся, что чудеса не лежат на блюдечке. За ними нужно отправляться в настоящую экспедицию. Поэтому часто наша развлекательная программа превращается в репортаж из горячей точки. В этом мог убедиться каждый участник нашей съемочной команды. Ты как? Ты замерз? Поломался оператор. Когда мы поднимались на склон Килиманджаро, на высоте в 4000 метров с нашим продюсером Мариной приключилась горная болезнь. Да мне в нос, что ли, сейчас? Чтобы облегчить самочувствие Марины, ей дали подышать кислородом. Это, помните, как бы бабушка Коко на дне мертвых? Это у нас такой же штукой. Веселящий газ. К счастью, кислородный баллон и тарелка танзанийского борща быстро вернули Марину в строй. Матушка Коко, can you bless me? А это наш режиссер Ваня. Силище. На своем пути он повстречал много чудес. Жиловат я для этой. У меня белый билет. У меня белый билет. Меня не должны брать в армию. Знаешь, сказка «Репка», только репка пережрала. О, еле вытянул тебя. Но одно чудо Ваня запомнит на всю жизнь. Точнее, его руки, шея и голова. Это апельсиновая битва. Ваня решил поснимать Алину из самой жаркой точки битвы, прямо из-под конной повозки. Для этого он даже надел специальный красный колпак, который показывал остальным, что в него бросать апельсины нельзя. Под жесточайшим обстрелом он прошел все 4 площади. Как видите, красная шапочка Ваню не спасла. Ты что-нибудь видел? Ничего. По голове в основном. Прям мокрая полностью голова. Самой опасной в этом сезоне стала съемка фестиваля культа Вуду в Бенине. Мы попали на жуткий ритуал, когда местные входили в транс. Больше всего досталось оператору Олегу. Проходил персонаж после транса такой, знаешь, сделал. О! Только он не махнул, а он ударил в объектив, и оно долетело. Ребят, он типа не знал, что произойдет. Но Олег на него даже не обиделся и продолжил снимать сумасшедших последователей Вуду. Господи, Олег, зайди в машину. Но больше всего чудеса потрепали нашу ведущую Алину. Что это за хрень такая? Я пишу слово «помогите», чтобы дядя на вертолете увидел и увез меня отсюда. В комментариях вы даже обвиняли нас, что мы хотим убить Алину. Но мы тут ни при чем. За что? Ой, как холодно, нифига не тепло. Помогите. Мне очень холодно, меня облили водой просто с ног до головы, у меня мокрые даже трусы. Я просто на грани, чтобы не разреветься. Орел и решка, работа мечты. Просто чтобы показать чудеса света, нужно быть готовым к испытаниям. Я даже на первом свидании со своим парнем так не целовалась. Но, если честно, правдивее сказать, лизалась. Чтобы понять, в чем соль Мертвого моря, обязательно нужно в нем искупаться. Даже в январе.
Напомните, зачем я туда иду? Приезжайте сюда не в январе, а в июне. Как холодно, господи, боже мой. Чтобы попасть на полюс жары, неизбежно придется пройти по хрупкой раскаленной корке соли, под которой клокочет серная кислота. Кислотно-зеленый цвет. Не трогай, это же серная кислота. Упс, кто-то мог остаться без руки. А если ты решил покорить Северный Ледовитый океан, придется прыгнуть не в горячее джакузи, а в обжигающую холодную пучину, воду с температурой в -1 градус, где человеческий организм может выдержать всего 5 минут. Ой, господи! Достаньте! Достаньте меня! Достаньте! Пожалуйста! Пожалуйста! Я не чувствую ногу. Боже мой. Кажется, я знаю, как называется наша передача. Выжить любой ценой. Вот в чем чудо. Я хочу вот такую медаль, вот такую себе, вот сюда медаль. Алина, мы тобой очень гордимся. Наш дизайнер специально нарисовал тебе самую большую медаль за отвагу в «Орле и Решке». Все, мы пошли, знаешь. За тобой дрон прилетит. Он меня отсюда унесет? Не знаю. У вас там всегда запасная ведущая в чемодане, да? Ага. Зайцева. Говорят, богатым плохо спится, все за денежки свои переживают. А вот я сплю отлично, потому что моя премиальная карта MasterCard бесконтактная. При оплате даже передавать никому не надо. И деньги в безопасности. Ну же, Сань, надо торопиться к северному сиянию. Используем все ресурсы. Сократили. Не, чуть подольше будет. Конечно же, чудеса потрепали и нашего ведущего Антона. Но ему все нипочем, ведь у него есть универсальный девиз. Слабоумие и отвага! Слабоумие и отвага. Наш любимый девиз. Слабоумие и отвага. С этой фразой Антон 1,5 года назад пришел в «Орел и Решку». Слабоумие, отвага. Слабоумие и отвага. И считает, что слабоумие и отвага берегут его до сих пор. Слабоумие и отвага. Слабоумие и отвага. Слабоумие и отвага. Собака. Ой. Этот девиз хранит Антона даже тогда, когда он его не произносит. Самое классное, что вот туда можно подняться. Уже нельзя. Но самое главное, именно благодаря этим 2 словам Антон ничего не боится и совершает всякие безумства. Просто сижу на динозавре. Ты понимаешь, что у нас расстояние с королевской коброй сейчас 2 метра? Она может спокойно достать. И у нас из защиты это палка и... Палка. I have a brave cameraman. Не очень хорошо, на самом деле. Ну, то есть одного не надо заразить. Втроем, да, еще и с камерой. Сейчас что-то произойдет, много уже. Давайте власть. Юридически за вас ответственность несу я, да, поэтому вылезайте, пожалуйста. Сейчас Как минимум я это произнес, все. Чувак, мы сейчас умрем. Вот туда, вперед! Вперед! Итак, ваше внимание, меня везут собака и Но однажды была ситуация, когда Антона не спас даже его бронедевиз. Перед началом апельсиновой битвы все новички должны пройти посвящение в бойцы.
Эта участь постигла и Антона. Как это ужасно! Как это больно! Я вас ненавижу! Это будет не чудо света, это будет полный... Это очень больно. После этой ситуации мы поняли, что Антон на самом деле скрывает за словами слабоумие и отвага. Любимая рубрика наших продюсеров «Слабоумие и отвага». Наш любимый девиз «Слабоумие и отвага». Слабоумие и отвага. Идите вы в задницу. Так, гаджеты, квадрокоптеры, Беспроводные наушники. смартфон, экшн-камера. И все это можно найти на Е-каталоге. Очень удобно. Выставляешь параметры, выбираем нужную нам модель, и вуаля! Огромный выбор Сразу видишь все модели и магазины. по самой выгодной цене. И почитать отзывы не забудьте. Пользуйтесь. Рекомендую. Е-каталог. Чтобы не замерзнуть, обогреватель и 5 соседей. Чтобы освежиться, кондиционер. Работает. «Орел и решка» — это не просто программа о путешествиях. Она как шкатулка с маленькими милыми секретами, которые мы любим вам раскрывать в рубрике «Секреты съемок». Вань, прекрати. Непогода. Детский сад. Нам же выделили на спецэффекты. Нас хлебом не корми, дай заморочиться над каким-нибудь кадром. Все для того, чтобы в каждом выпуске было немного магии. Как она делается, мы сейчас расскажем. Наводим марафет. С точки не уходишь. Давай. Да. Ну все. Вот он и город. Прям все, дошел. Не так уж это было и сложно. Красотища. В выпуске о Килиманджаро, когда Антон рассказывал о своем сафари-джипе, был кадр, снятый из-под машины. Большой дорожный просвет, чтобы можно было над бородавочником проехать. И если бы не неизданное, вы бы никогда не узнали, что из-за этого одного кадра Антоха чуть не потерял сознание. Ты видишь камеру? Видишь меня? Очень мало. Антон, упирайся руками в землю. Убираюсь. Отмена. Я не могу. Саня, снимай. Снимаю. Большой дорожный просвет, чтобы можно... Подожди, 2 камеры надо запустить. Давай. Большой дорожный просвет, чтобы можно было над бородавочником проехать. И еще один через стоп. Саня! Большой дорожный просвет, чтобы можно было над бородавочником проехать. Есть? Да, помогите мне. Сейчас я верну себе капилляры. В выпуске об островах Таиланда Алина должна была волшебно перенестись с борта своей яхты в морские глубины. Владычица морская желает подводный мир осматривать. И никто даже не догадывается, что для того, чтобы снять такую красоту, группе пришлось записать с пару десятков дублей. Владычица морская желает увидеть подводный мир. Ой, не убился, ты смотри. Действительно. Владычица морская желает увидеть подводный мир. Было, только он
не всплывает. Всплыл! По райдеру я не прыгаю в воду. Соленая вода, это плохо для кожи, под солнцем. Нет. Специально обычный человечек ныряет туда. Мы его достаем, споласкиваем. И снова по кругу дублик пишем. И снова Килиманджаро. Чтобы показать, как Антон собирался на вулкан, мы снова добавили немного магии. Для похода на Килиманджаро вам понадобится трекинговые ботинки, штаны, флисовая кофта, штормовая куртка, пуховка, если станет совсем холодно, рюкзак. И вот как все выглядело на самом деле. Штаны. Возьми их нормально. Штаны. Чувак там пошелся в кадр. Штаны. Давай еще разок. Флисовая кофта. Куда ты их потянул сюда? И, конечно, рюкзак. Есть? Для того, чтобы оценить всю экипировку Антона, мы придумали снять инвентарь и команду носильщиков в стиле популярного флешмоба Tetris Челленджа. Вот что из этого получилось. Палатки, носилки, мешки, матрасы, столы, стулья, продукты и воду, посуду, аптечку, кислород, туалет. На съемку одного этого кадра группа потратила добрых полдня. Режиссер массовых сцен Иван Поляков. Если нужно уложить 50 человек... Конечно, в готовой программе эти кадры пролетают как мгновение, но мы все равно не устанем фантазировать, чтобы делать для вас маленькие приятности. Сыпем. Нормально идем, Антон? Откроем вам еще один секрет. Мой новый телефон приехал. В этом сезоне наши ведущие сами сняли много красивых кадров. Некоторые из них мы даже взяли в программу. Олеж, видишь лыжника? А вот так. А пейзаж какой? У меня ощущение, что я режиссер голливудского кино. У нового Samsung Galaxy S20 Ultra такие возможности, что можно снимать потрясающие панорамы. Видео 8К разрешения, качество просто космос. Ну что, подойдем ближе? Тоже снимешь. Очень неудобно их нести, если честно. Зачем ты их вообще брал? Нам все выдадут. Слушай, я думал, надо со своим приезжать. Всем привет, это Орел и Решка. И нас сейчас задавят. Возможно, прямо сейчас. Иди сюда! Самым контрастным в этом сезоне стал выпуск «Апельсиновая битва». Это уже не гражданка СНГ. Ну согласитесь, с одной стороны яркие апельсинчики, Где сопли, где апельсины? а с другой адская боль. Я просто вздулась вена или что-то такое. Вперемешку с унижением. Ненавижу. Я ненавижу этот город и эту страну. Но в этот итальянский апельсиновый уикенд произошло еще одно яркое событие, которого вы не увидели в эфирной версии программы. Потрясающий карнавал Виареджо. Поэтому смотрите его эксклюзивно в неизданном. Наш режиссер сдурел. Что? Ну не помыл голову, ну хожу теперь так. Добро пожаловать на фестиваль Виареджо! Виареджо – это один из самых старых и самых масштабных карнавалов в Европе с бюджетом в 5 миллионов евро в год. В Европе больше и грандиознее только венецианский. Здесь по набережной города одна за другой проезжают 16 гигантских кинетических платформ.
Но главной особенностью этого карнавала стали огромные куклы из папье-маше. Огромная платформа с 3 тиграми. Вы только на это посмотрите, ребята, лицо открывается, танцуют какие-то биороботы. Это моя любимая платформа. Она про бесплатное объятие. Каждая платформа несет какое-то послание и поднимает важные проблемы современного мира. Например, создатели 20-метрового футболиста Криштиану Роналду предлагают задуматься о том, стоит ли создавать себе идолов. Везут парня моего, Роналду. А вот платформа с экоактивисткой Гретой Тунберг. Она держит в руках нашу планету и напоминает всем о том, что Земля – наш дом. Кроме того, что здесь сделаны огромные платформы, которые готовили за несколько месяцев до фестиваля, просто все люди, которые пришли на праздник, тоже в костюмах, причем какой-то определенной тематики нет. Рядом со мной стоит Шмели, его цветочек. Ван Гог в раме. Зайчик уже не тот. Разобраться здесь непросто, но это так весело, это настоящее чудо, ребята, сюда стоит приехать! Скажешь, когда? Кура, губа не дура. Когда исследуешь чудеса света, поневоле приходится знакомиться и с местной кухней. За этот сезон мы напробовались стольких странных и удивительных блюд, что многие так и не показали в программе. Специально для неизданного мы составили топ самых необычных блюд из разных уголков мира, о которых вы даже не слышали. На 5-е место мы поставили любимый фруктовый коктейль эфиопов «Сприз», который приготовлен в цветах эфиопского флага. Манго, авокадо, папайя. Это не фруктовый коктейль, а такая фруктовая кашка. Как раз для нас, для беззубеньких. На 4-м месте любимое блюдо пьемонтских богачей «Финансьеро». Один шеф-повар взял, добавил в обычное итальянское блюдо дорогие ингредиенты, такие как вино, дорогое сливочное масло, грибы. И получилось не просто что-то тушеное с картошкой и мясом, а финансьера. Это печень, по-моему. Ненавижу печень. Простите. О, нет. О, боже. Это почка. О, там кровь вытекла. Я думала, это картошка, это почка. На 3-е место мы поставили деликатес, который Антону пришлось отведать на райских островах Таиланда. Розовые яйца кхай-йома. Розовые яйца – мечта любого леди-боя-тайца. Вот бы само яйцо засунули в желе. Саня, оно тухлое. Кхай-йома – это сырое яйцо, которое окунают в смесь чая, извести, соли, золы и глины и закапывают под землю на пару месяцев. А в розовый эти яйца красят специально, чтобы не спутать с обычными. Сейчас.
Сейчас. Короче, это как будто бы в холодец засунули старый тысячелетний протухший желток. И зачем-то это все побили рыбой такой вонючей, пахнущей. Ну, такое себе блюдо. Не для райского острова. На втором месте нашего топа необычной еды – банановые блюда со склонов Килиманджаро, банановый суп мтори и банановое пиво мбеге. Если у нас хлеб всему голова, то в Танзании банан всему голова. Поэтому здесь вместо привычного нам фастфуда на каждом углу продаются жареные бананы. Такие местные хот-доги. Из бананов тут научились варить даже супы. Soup, banana and the mixer. О, Hey. Если коротко, то суп мтори – это пюре из вареных бананов, картошки и лука со шметками любого мяса. наваристый супец. Даже больше на гуляш похоже, потому что юшки совсем нет, картофель и мясо. Ну и банан я по факту не чувствую. Банан видели? Нет, а он есть. А вот местные мужчины не могут представить жизни без бокальчика холодненького бананового пива. Это больше похоже на какой-то корм для свинок. Водичка с каким-то просом. Ну, это прям вообще не пиво ни разу. Чтобы получилось такое пиво, кучу бананов забрасывают в корыто и толкут ногами. Затем процеживают сок, добавляют муку из местного растения сорго, и через пару дней получается вот такая 8-градусная брашка. Это класс. Класс. Not bad. Yes, good. Я больше не хочу. На первом месте эфиопские мясные деликатесы тересига и тихла. Когда мы приехали на полюс жары, то просто обалдели. Оказывается, эфиопы обожают есть сырое мясо. Здесь полно ресторанов, где народ за обе щеки наминает сырую говядину и козлятину. Конечно, Алина с безлимитной картой просто обязана была попробовать местные изыски. За этим и пришла в ресторан Гезагерлас. Да почему бы мне просто на тарелке сальмонеллу и вот этих глистов ленточных не принести? Ну оно реально, оно просто пахнет сырое мясо. Вот запах на рынке, в мясном отделе. Вспомните? Вот такой запах. Ничем они его не смазали, никаким там соусом, маслом. Просто кусок сырого мяса. Антон в Эфиопии хоть и был всего со $100, но в долгу не остался. И попробовал еще одно местное блюдо тихло. Мягкие шарики из жареной ячменной муки с мясным рагу. Мне кажется, каждый, кто бывал в Эфиопии, думает, почему они приносят все блюда на большой невыстиранной грязной салфетке. Это не салфетка. Это их такой местный хлеб, блин. Называется инжера. На вкус-то как очень-очень кислый блин. Как будто бы который уже, ну, прям пропал. Невкусно. У меня ощущение, что я ем просто раскатанное тесто обычное в очень остром соусе. То есть сначала оно скрипит у тебя на зубах, а потом тебе еще и горячо во рту. Yeah. This injera is better for raw meat. And you touch like this. This one spicy. You can eat. Taste no problem. Окей. У меня мурашки прям по телу, если честно. Meat touch. Yeah. Just like this. Честно, ты вообще не понимаешь, что во рту мясо. Как жвачка с соусом. Чуть-чуточку. Ну, большое, как мое сердце. Love
из, когда она ест твой большой тихло. А сейчас вас ждет специальный бонус. Блюдо, которое мы поместили вне рейтинга. Это бханг. Традиционный индийский напиток из конопли. Это необычное блюдо встретилось нам во время празднования яркого праздника красок Холи. Алкоголь в Индии не приветствуется, а вот бханг – пожалуйста. Во время Холи почти на каждом углу собираются местные мужчины, чтобы жахнуть по конопляному коктейльчику. Чтобы приготовить бханг, в подкрашенное куркумой молоко добавляют выжимку из конопли. Как будто бы какая-то зеленая глина, которую скатали в шарик. А запашок? Пахнет какими-то специями, травками какими-то. Дальше молоко с коноплей взбивают венчиком, чтобы получилась зеленая пенка. Какая-то жижа, если честно. Ну, слушай, не так плохо, как это выглядит, если честно. На вкус очень сладкий напиток. Тут какие-то есть специи, я их ощущаю, остренькие даже. Молоко с острыми специями, что-то такое. Эффект от бханга – легкая эйфория. Чтобы эффект был посильнее, опытные индийцы с коктейлями не заморачиваются, просто запивают кубик конопли водой. Но индусы не считают бханг наркотиком. Они уверены, что этот напиток очищает от грехов и даже приближает к богу Шиве. Пару чашечек чая, и вы будете смеяться весь день, как говорит производитель. Среди пассажиров иностранцы и Женя Синельник. Черт! А что это вы снимаете? Мы решка снимаем. Прикольно. А все-таки, Женя, тут хорошо или дома? Везде хорошо. Потому что у меня дом везде. Каждое путешествие «Орла и решки» зрители проживают вместе с двумя нашими ведущими. Но иногда Антону и Алине составляет компанию кто-то из нашей съемочной команды. Лучшее место для обзора прямо вот возле Вани режиссера. Самые глазастые фанаты передают им привет. Ну, что поделать? Наши операторы и режиссеры еще не научились не отражаться в зеркальных поверхностях. О, Пашка, и ты тут. Но не судите строго. Участники нашей маленькой съемочной команды и так уже стали чемпионами по пряткам. Режиссер? Тупой. Один. Чтобы не попадать в кадр, режиссер и продюсер обычно прячутся в окопах между креслами. Класс. На секундочку, все, чтобы создать романтику в пустыне. И как? А там еще и под кроватью кто-то. Молодой человек, это мой. Для романтики. Когда оператор и ведущий едут в машине, где-то в багажнике точно можно найти и режиссера. Значит, в этой машине правила простые. Кто погрыз мебель, едет в багажнике. В нашей съемочной команде работают настоящие гении маскировки. Они моментально сливаются с толпой и используют специальный камуфляж. Но иногда и им не удается вовремя исчезнуть. Только что вы видели, как из машины вылупились два птенца. Птенец оператора и птенец режиссера. Тогда мы прячем команду уже когда монтируем выпуск. Для этого нужен наш дизайнер и его волшебная палочка. Но если вам все же удастся увидеть кого-нибудь из съемочной команды, просим понять и простить. Ну, конечно.
Thank you. I will teach you how in our language to say hello. Hello. Are you ready? Right. Okay. Будучи непредставленным, разрешите ангажировать вас на совместное времяпрепровождение. Я бескрайне рад нашему с вами общению. Your turn. Один в один, чувак, один в один. У нашего ведущего Антона Зайцева есть удивительный дар. Он может расположить к себе абсолютно любого человека. What is your name? My name is Agus Murabai. Agus Воробай. Yeah. А, знакомьтесь, Agus Воробай. Мистер Улыбка 2019. Дружелюбный продавец, сервис. Он найдет общий язык хоть с папуасом, 1, 2, 3. Мама! хоть с индийским дедушкой. Добрый день, коллега. До другой стороны реки далеко? Спасибо. Хоть с барышнями из племени Тудзя. Помню, у меня случай был. Мы с дедом корову ловили. Не вышло, да, но случай был хороший. Нихао, can I help you? Ой, какая у вас потрясающая шляпа. Можно ее надеть? А? На. А, good? Рядом с Антоном люди раскрываются и готовы на любые, даже самые сумасшедшие поступки. Can you try? Let's try together. Мне нравится, что парни подхватывают любую идиотскую мою инициативу. Together. 1, 2, 3. Йоги! идем! Давай, кто дольше продержит? Let's shout. 1, 2, 3. Они готовы на все. Можно с ними даже рэп-альбом записать. Дэн, сделай обложку для рэп-альбома. А это наш продюсер. Где бы Антон ни оказался, его тянет к людям как магнитом. Он всегда со всеми поздоровается. А с бомжом он так не сделал. Вот этого мужчину грязного он пробежал. Обошел его. В трудную минуту Антон протянет руку помощи. Своих не бросай. Давай. Не благодари. Не благодари. А когда нужно, отдаст людям последнее. You're welcome. You're welcome. You're welcome. It's for you. Welcome. Деду. Оп. It's for you. You're welcome. Признаемся честно, за всю историю «Орла и решки» у нас еще не было такого общительного ведущего. Из-за этой своей способности Антон не пропадет даже с $1 в кармане. Собирайся, народ, кто на скалолаза смотреть идет. Всего 100 юаней с группы. Подходим, сдаем денежку. 60. Сколько тут? 20. Все! Соточка. Благодаря своей харизме Антон в любой стране мира найдет себе бесплатное жилье. If it's possible and the sun goes down, can I stay here somewhere in this village? No problem. Oh, thank you so much. Благодаря своему дружелюбию Подписывайтесь на Орел и Решка, ставьте колокольчики, лайки. Антон никогда не останется без обеда. Я попал сюда бесплатно, поел бесплатно, поучаствовал в самой крутой битве бесплатно. Стоит Антону один раз улыбнуться, You need a massage every day. Really? и он тут же находит себе подругу, которая покажет ему самые крутые чудеса в округе. Ребят, у меня есть своя тайка, своя тарантайка, но разве это не чудо? В общем, нашего Антона любят все. Моя Мумтаз. Пойдем. Его обожают женщины. Насколько в Самуи настоящие, открытые, добрые люди. Да вот. И уважают мужчины. Я вырос в Екатеринбурге, мне надо было как-то выживать. Но что ни говори, особые отношения у Антона сложились с детьми. Иди отсюда, чудище!
Смотрите, какая красивая принцесса. Да, за тобой точно придет инквизиция. Средневековый ботан. Его тут все обижают. По-моему, это самая бедная принцесса в деревне. У нее корона из коробки. Держи, в казну королевства. Поесть за счет детей бесценно. Вот так надо укладывать спать детей. Метод Зайцева. Надо теперь мироместинчиком, конечно, обработаться. Но вы не подумайте об Антоне плохо. На самом деле он очень любит детей. Thank you, bye. Thank you. Thank you. Sorry, can we exchange bags? Ой, здравствуйте. Я твой новый папка. Ой, хорошо. Можно я вашего? Многодетный отец. Ой, не выдумывай, часики-то тикают, все хотят. Дал Бог одного, даст Бог и второго. Дети эту любовь, конечно же, чувствуют. Окей. Поэтому всегда отвечают Антону взаимностью. Красавчики! Все, пацаны, съемка окончена. Горячий обед и по 500 гривен каждому. Красота требует средств. Тадараба. Нифига не тает лед. Тут птица в полете умрет. Мы замерзнем под дождем. Как сосули сегодня поем. Я не понимаю, откуда они берутся. Это Норвегия. Ты тоже холодная. О, в ухо я не слышу теперь. Слушай, ну я тебе скажу, что, во-первых, в Норвегии капец как опасно, а во-вторых, тут очень холодно. А я за мир. Да ну их нахер. Прости, я в тебя. У меня нет перчаток. Мочи их желтым снегом. Это еще и обидно. Как и все хорошее, наш выпуск неизданного подошел к концу. Но мы расстаемся с вами ненадолго. Уже скоро ждите еще больше смешных моментов. Человек безрукий такой. Эксклюзивных кадров и удивительных историй, которые не попали в телеэфир. Все, Даш, пошли. Все это в следующем выпуске чудесного неизданного. Ну вот я и упорол. Вот я и упоролся. Будет горячо. Будет интересно. Что ты смотришь? У меня инстинкт самосохранения.